Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. События до конца месяца. Таро на неделю с 24 по 30 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о том, что вы чувствуете, увы, тоже карты не передадут. Это метафора. Но если мы сумеем на эту метафору переложить ту тему, которая сейчас вас более беспокоит, и допустить альтернативные как раз варианты развития событий, то и подсказку, я надеюсь, какую-то получим. Или проведем приятное время. И эта неделя 29 числа черная луна или Лилит входит в знак зодиака Весы. Я оставлю ссылку, когда допишу статью на своем сайте, я оставлю ссылку во вкладке «Сообщество». Почитайте, как будет на вас, на ваш знак зодиака влиять эта энергия Лилит. И это не один пункт, не один день, не один месяц, а в знаке зодиака Весы Лилит пробудет почти год, по март 2025 года. И эти энергии где-то будут формировать прелюдию начала эпохи Водолея. Вот кому интересно, прочитайте. А мы идем дальше. И первая карта, первый вопрос. Что важно знать для вас, мои дорогие стрельцы, на эту неделю? Чего не избежать или неожиданности сами по себе возможные? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать и радовать? Что скрыто? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, как видят карты, личную жизнь, опять же, энергия. Что будет для вас важно? У кого-то поход по инстанциям, у кого-то поход к доктору. Такое тоже может быть. Карта отчасти может говорить, если есть то, что вас беспокоит, то тут не нужно додумывать или ожидать, что само уйдет, пройдет. Нет, объективизм, рационализм, логика и какая-то конкретика в первую очередь с таким, холодным здравомыслием идет по этой карте. Может быть, это и конкретные какие-то ваши дела по части юридических вопросов, и тогда карта советует: обратись к юристу, адвокату, нотариусу, одним словом, к тому, который знает, как это сделать, или как в отношении вас будет работать закон. Тут нельзя пронадеяться на авось, нет. Тут именно мы должны понимать, что же есть по факту, чем мы располагаем. Может быть, для кого-то из вас и человек, который наделен большими полномочиями, по этой карте проходят, как и люди в погонах или люди в форме. Вот по части врачей любая форма может пройти. Люди, работающие с металлом, у кого-то я хочу дома сделать ремонт, и мне нужно вызвать специалистов. Именно тоже тех людей, которые знают, как, к примеру, поменять электрику. Ну или какой-то вот конкретный, опять же, вопрос, задачу. Для кого-то из вас это может означать высокие, опять же, инстанции. Или люди, которые занимают статус, должность, и по какому-либо вопросу, по согласованию вы будете к ним обращаться. Но вот такая конкретная рациональная энергия этой недели. Или, мои дорогие стрельцы, может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолеи. Это где-то про Лилит тоже ваша энергия. Чего не избежать или неожиданности, король кубков, правда, кто-то отправится по инстанциям, или эта неделя у вас будет сопряжена, может быть сопряжена с тем, что вы окажетесь в другом обществе. Среди людей, которые как раз наделены большими полномочиями. Среди людей, которые по статусу, возможно, чуть выше, чем вот ваше положение, и вам с ними придется договариваться. У кого-то могут быть решения вопросов семьи или личной жизни. Это не есть неожиданности. Ну, кто знает, может быть, новое знакомство. Пошли решать какие-то вопросы чисто на таком конкретном уровне, узнавать. И, может быть, это знакомство перейдет в последующем в дружбу. Ну, понятно, не для всех, но этот вариант я не могу отрицать. Уже у вас выпадает 2 короля, и поэтому это предполагает то, что и вы где-то вот в этих энергиях король мечей. Это не значит, что мы должны кого-то отталкивать или быть такими жестко непримиримыми. Нет. Все же нам король мечей – это интеллект в первую очередь. Раз.
и какая обстановка вокруг нас, проанализировать два. Как-то вот эти два понятия тонким нюансом соединить в собственной душе. И король кубков, он ведь о чем нам говорит? Единственная карта в колоде Таро, которая, или персонаж, будем говорить так, все же это персональная карта двора, тот, который умеет согласовать как раз две энергии. Энергию чувств и материализма. То есть это то, что глубоко в нашей душе. И те возможности, которые присутствуют в реальной жизни. Это не есть сама по себе неожиданность. Но, видимо, какой-то план построили себе стрельцы, и вы будете думать, как это мне действительно добиться того, чего я хочу. И сделать это красиво, элегантно, и в то же время получить максимальный эффект. И у кого-то на бытовом уровне, а у кого-то это будет в личной жизни. Или с какими-то согласованиями. Придется быть дипломатом. Пятерка мечей, чему сейчас не время, но это да, по пятерке мечей это карта пировой победы. Это когда мы настаиваем на своем, кому-то что-то можем доказывать. Пирова победа, она и потому пирова, что не приносит морального удовлетворения. Мы кому-то что-то доказали, мы с кем-то могли поругаться, и пусть мы были правы 1000 раз, но вот вдохновение как-то не приходит после выяснения отношений или после того, что мы озвучили, а человек все равно остался на своей волне. И ты ему что хочешь с ним делай, ты его не изменишь. И карта говорит, ты тут не должен на кого-то воздействовать и менять. Это первое. Но и второе, ты не должен и себе наступать на горло собственной песни. Году доброго отношения к вам кого-либо. Вот этот самый баланс, это то, что я сказала до этой карты. Вот как-то вам так нужно решать. Может быть, не увеличивать дистанцию конфликта, даже если вы чувствуете, что да, я прав или права, и по делу, или по закону. Действительно, на моей позиции как бы лежит правда, истина. И тем не менее, все равно карта говорит, ты никому ничего не доказывай. А может быть, найти варианты, как вам, согласовывая что-либо или отношения с кем-либо, осуществить свой план. Именно на себя больше дипломатия здесь направлена в эту неделю, чтобы не навредить самим себе. Что же вам помогает? Какое-то ваше решение. Я называю туз мечей выход из лабиринта. То есть мыслей могло быть много, но существует только один рациональный подход или какое-то одно рациональное решение. Именно рациональная карта дополняет значение всего того, что я уже сказала. Правда, быть реалистами стоит. Что скрыто? По этой карте, эта карта трансформации, нам как раз и предстоит свои желания, мечты, цели и намерения согласовать с тем, что есть в данный момент. То, что нас окружает. Вот есть какая-то реальность. И мы могли думать, что нет, вот будет так. Или мы могли думать, что вот так правильно. А жизнь, реалии жизни диктуют совершенно какие-то правила, установки, к которым мы не готовы. Это скрыто. Но это скрыто и очень важно. По сути дела, нам говорят про Плутон, Водолей, все то, что я говорила, что не будет в той концепции, как ты это представлял раньше. Чему сейчас не время и доказывать. Вы сами изменитесь, мои дорогие стрельцы, вы пока этого не видите. Потому что жизнь вокруг вас как будто заставляет принять новые правила игры. Причем это игра, в которой мы все участвуем. И мы ее видим по-разному. Но она-то сама по себе не меняется от этого. И от того, как мы пишемся в новые законы, в новые правила жизни, в новые обстоятельства жизни, будет зависеть качество нашего счастья или того, что мы сумеем осуществить. Искусство мелких шагов, что-то завершается или что-то вот-вот завершится. У кого-то по судам, если мы говорим, по каким-то разбирательствам. Может быть, не на этой неделе что-то завершается, но уже окончание близко. Итог какой-то вы вот-вот получите. И все то, что я говорила до этого, не повторяюсь, вам все равно придется как будто отстроить свою жизнь в совершенно другом ключе или в другом фарватере. Учитывать по-другому
сложившуюся обстановку вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран. Или буквально, что скрыто, это какие-то прежние наши сомнения. Вы здесь тоже, часть из вас, мои дорогие стрельцы, вы можете прийти как раз на этой неделе к выводу, а ведь правда, прошлое не имеет уже никакого значения. Оно не имеет значения в том ключе, что я не могу от этого оттолкнуться. Это просто нужно оставить как опыт и окончательно проводить все эмоции. Дела, работа, бизнес. Хитрить придется. И мы сказали, что вы будете среди тех людей, которых, ну, вы еще не знаете, как с ними, может быть, общаться. Или когда даже, отправляясь в высокие инстанции, вам все варианты не расскажут ваших возможных действий. Когда вам нужно быть буквально очень осторожным, это дела, работа, бизнес, называют эту карту картой вора, поэтому что-то не прошляпить. Быть внимательным к кошелькам, сумочкам, паролям аккаунтов, к электронным платежным системам. Перепроверять, если к вам приходит сообщение на Gmail, значит, тоже следует проследить, с какого адреса это пришло. Не то, что вам написано, а что на самом деле, откуда было отправлено. Страхуйте себя, фишинг процветает. Я даже по своей жизни смотрю, сужу и думаю, боже мой, да почти в самых неожиданных каких-то вариациях появляются вот эти самые фишинговые ссылки. Поэтому будьте внимательны, берегите сами себя, мои дорогие стрельцы. Не время, понимаете, какой-то иллюзорности, не время задумывать, что вот я прав и точка. И мы тогда будем очень уязвимы, потому что кто-то видит эту вашу уязвимость, потому что стрелец живет по своим каким-то законам. Или он живет потому, что на самом деле правильно. Стрельцы могут быть перфекционистами и идеалистами. И кто-то может попытаться вас купить на этот перфекционизм. Или какую-то идею, которая не имеет под собой основы, не имеет под собой истины. Поэтому тут на самосохранение вот такая неделя. Что же по финансам? Для кого-то смена концепции, как и ко мне будут приходить деньги. Может быть, вверху пятерка мечей. Не рискуйте своей работой, нам об этом тоже говорят. Пусть это позиция на деньги, но деньги к нам приходят от работы, как известно. И может сложиться такая разная какая-то ситуация на вашей работе, когда вам захочется настоять на своем. И, может быть, к этому уже шли какие-то предпосылки. И вы для себя уже установили, что я уйду с этой работы, я больше не могу там находиться. Все внутри рвется. И тогда карта говорит, не рискуй собой, не уйди, хлопнув дверью, закрыв для себя какой-то возврат к тому, что важные разговоры ты можешь совершить и как раз достичь взаимопонимания, нежели настаивать на своем или на своей правоте. И пусть эта правота, она, как, знаете, вселенская правда. Но вы именно в этот период времени ничего никому не можете доказать. И в этом есть определенная уязвимость. Поэтому не сделайте для себя что-то плохо. Вас ведь кто-то, смотрите, у вас дела, работа, бизнес, может выводить на эмоции. Как на какой-то тот же самый пафос, обещая вам золотые горы, но это будет обман. Или наоборот, знаете, как провоцируя вас на какие-то поспешные действия, на поспешные слова, на то, что вы выскажете свое мнение. Ну вот на какую-то горячность, мои дорогие стрельцы, вот какая-то такая неделя. Не навредите себе. Но по части, в хорошем смысле, восьмерка кубков – это когда мы ищем выход. Когда мы находим его, мы знаем как. Когда мы можем со всеми договориться. Если это в контексте нашего благополучия. И если это лежит к тому, что осуществляется наша цель или мечта. Если мы идем в сторону какого-то прогресса. Тогда мы сможем быть великими дипломатами. И как раз сгладить все шероховатости и острые углы, вот такие возможности. Но вам это, знаете, как балансирование своеобразное, когда вам нужно пройти по очень узкому коридору. И, может быть, не получится пройти, знаете, как расправив плечи, а где-то пройти бочком. Ну, значит, это сделать для вас самих будет как-то важно. Давайте откроем личная жизнь. Тут что-то новое.
Конечно, по этой карте будет тоже нам говорить. Старший аркан – это нулевой аркан, и он называется еще «Хаос перед началом творения». Может быть, это какие-то вопросы, которые вы хотите по части имущества дома совершить, согласовать, и значит, тоже нет права на ошибку. Быть реалистом, видимо, на этой неделе – это основная тема всех ваших задумок и намерений. По этой карте есть такой посыл, что вокруг вас какая-то турбулентность действительно может быть. Что-то заканчивается само по себе. И вот это что-то, это как то, что мы пока даже не можем проанализировать или уложить в какую-то словесную или логическую форму, цепочку последовательности событий. Нам придется исследовать вам, мои дорогие стрельцы, непознанную землю без карты. И тут важно будет с чем-то не прогадать. Или, поторопившись, потом себя не корить, что эх, елки-палки, зачем? Что-то сказал или сказала, или вот как-то так я рисковато повел себя. Потому что, знаете, есть такой момент с учетом всех выпавших карт. У людей тоже какие-то свои проблемы. И их психологическое состояние в эту неделю, вот тех, с кем вы общаетесь, оно может быть, знаете, как на взводе. И достаточно одной искры, чтобы произошло, ну, как пожар какой-то. Пожар эмоциональный, когда вот этот всплеск бурный, эмоциональный мешает нам достичь взаимопонимания или что-то осуществить. И не время риску. Пусть это на личную жизнь, у кого-то, мои дорогие, это как вы заканчиваете, вы перекладываете на себя. Все же, особенно старшие арканы, их можно трактовать по-разному. И здесь, если нам выпал 13-й аркан, и мы говорим трансформация, что-то постепенно завершается, но ты пока еще не видишь, как ты будешь действовать дальше. Поэтому и искусство мелких шагов, и карта на личную жизнь, и личная жизнь не только про любовь, хотя у кого-то проиграется «я завершаю прежнюю историю», и вот эти самые суды или оформление отношений де юре, или вы вот-вот что-то завершите, и я уже с более свободным состоянием души, с новым вдохновением готов действительно отстроить новую концепцию счастья совершенно иным уровнем жизни или, может быть, переездом даже куда-то далеко, ведь по этой карте может проходить и переезд. По этой карте может проходить, что вы сейчас или вот-вот собираетесь переехать и будете находиться среди людей с другим менталитетом, говорящих на другом языке. И вам тоже придется это искусство мелких шагов применять, потому что вы не можете разобраться окончательно в какой-то ситуации. Вам сложно пока вообще что-то запланировать. И вот какой-то подобный период жизни, мои дорогие стрельцы, вы можете проходить. Да, есть воодушевление, но больше, наверное, как и на эту неделю, что касается, будь то это деньги, будь то работа, будь ваши личные честолюбивые планы, где-то, может быть, и в личной жизни нужно быть великим дипломатом. Вам подобные энергии точно помогают. Ну и не прошляпить, понятно, все то, что я говорила, тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.